Здравствуйте, друзья! В этом видео подводим итоги чемпионата России по прыжкам. С одной стороны, все прекрасно понимали, что турнир развлекательный, но с другой, как и в прошлом году на Кубке Первого канала, в спортсменах и тренерах с течением турнира вспыхнул соревновательный дух. Таких эмоциональных Евгения Плющенко и Этери Тутберидзе мы давно не видели. Командный турнир завершился победой подопечных Евгения Плющенко. Довольно сложно оценивать победу одной команды над двумя другими. Все-таки состав участников составлялся далеко не только из учеников тренеров команд, но несколько интересных моментов выделим. Во-первых, запредельный настрой Евгения Плющенко. Видно, что Евгений со времен Трусовой и Косторной в «Ангелах» Плющенко соскучился по соперничеству с Хрустальным. Этери Георгиевна же выглядела довольно расслабленной. В итоге в пятом решающем раунде турнира Евгений Плющенко довольно ожидаемо, строго соответствуя своему настрою, выставил двух мужчин. Этери Тутберидзе поставил двух девушек своей академии. Тем самым не только порадовав публику соперничеством мужчин и женщин, так еще и продемонстрировал веру именно в своих учениц. Алексей Мишин также выставил своих учеников, в том числе Елизавету Туктамышеву, которая дважды попробовала выполнить четверной прыжок. Не обошлось и без забавных моментов. Зрителям особо понравилась реакция тренерского штаба Тутберидзе, когда Софья Акатьева забыла исполнить пятый прыжок в каскаде. Во время второй попытки фигуристки зрительный зал вслух считал прыжки, а Этери Георгиевна по завершении выступления Софье поклонилась трибунам. Команда Евгения Плющенко победила полностью заслуженно, а сам тренер не скрывал радости, поблагодарив фигуристов и их тренеров. Но Этери Тутберидзе согласилась на реванш. Личный турнир запомнился в первую очередь триумфальным возвращением Камилы Валиевой, которая раз за разом обходила своих соперниц, исполняя четверной тулуп. Именно за его отсутствие на турнирах серии Гран-при России в нынешнем сезоне олимпийскую чемпионку Пекина активно критиковали в прессе. Ну а в финале Камила с двумя четверными тулупами обыграла безошибочную в этот вечер Софью Муравьеву, ангелов Плющенко. Этери Тутберидзе не смогла сдержать эмоций. Отмечу далеко не всегда корректного Максима Тронькова в этот вечер. Например, когда Софья проиграла Камиле, Максим спросил у нее, знает ли она, кто ранее выигрывал прыжковый турнир, имея в виду Кубок Первого канала. И пока проигравшая расстроенная фигуристка вспоминала, ведущий прокричал, что это Камила Валиева. По завершении личного турнира Максим Троньков предложил Камиле посоперничать с победителями у мужчин. Фигуристка явно не ожидала такого предложения, но согласилась. Однако победитель мужского турнира Григорий Федоров отказался соревноваться с Камилой и вместо этого подарил фигуристке букет цветов.